кожа начинает быть тонкой, неупругой. Волосы тоже становятся пористыми, становятся тусклыми, их количество уменьшается. С ногтями тоже происходит какая-то беда. И все говорят, что стареть мы начинаем после 40. На самом деле, конечно, не так. Стареть мы начинаем гораздо-гораздо раньше. В среднем это 26-27 лет. В принципе, это та точка отсчета, когда мы начинаем по-настоящему стареть. Происходит это в тот момент, когда начинает снижаться количество наших половых гормонов. Пациентка пришла прекрасная в 63 года, а у нее отличный уровень ее природных эстрогенов. Так тоже бывает. Уже после 30 у некоторых пациентов заметны процессы старения. Бывает так, что человек приходит на прием 32, 33, 35 лет, а процессы старения налицо. Ткани в не очень хорошем состоянии. Происходит ухудшение качества кожи. С этим приходят абсолютно все, и мужчины, и женщины, прямо вот в этом возрасте. Столпы, на которых стоит наша молодость и хорошее качество наших тканей. Это касается и кожи, и волос, и ногтей, и костей, и связок, и мышц, и так далее, любых абсолютно тканей. Это питание. Дело в том, что после промышленной революции, которая произошла в 70-х годах прошлого века, качество питания стремительно стало меняться. Есть такое понятие в медицине – нутритивная ценность продуктов. Так вот, эта нутритивная ценность продуктов радикальным способом изменилась уже тогда, да, 50 лет назад практически, но в последние годы становится еще хуже. И в общем-то, продукты утратили то смысловое значение, которое было у них ранее. Все абсолютно мы с вами не доедаем из пищи того, что там должно содержаться. Поэтому, помимо того, что вы должны правильно выстроить свое питание, за этим нужно обратиться к доктору, он поможет, еще и подобрать те добавки, которые помогут вам не быть голодными в нутритивном смысле, чтобы ваш организм получал все те вещества, которые нужны для ваших тканей. Потому что организм отлично умеет воссоздавать свои ткани, если ему есть из чего. Поэтому бояться БАДов не нужно. Без них сейчас вообще никак. Вторая история. Если вы не спите, если режим вашего дня плох, каким-то образом он изменен, отклонился от циркадных ритмов, он не такой, как должен быть в природе, мы получаем огромное количество заболеваний. Вы должны спать не менее 7 часов в сутки. Эти 7 часов сна приходятся на период времени в сутках с 23 часов и дальше. Сон ночной в норме у человека не прерывается. Сон должен быть качественным. То есть медленная фаза сна должна быть полноценной. Как вы можете это узнать? Ночью вы не видите сновидений. Вы спите без снов. Сюрприз. Я запросила нескольких пациентов тут на приеме, выяснилось, что все не видят сны. Это означает, что ваш мозг не отдыхает в этот период. Поэтому сон должен быть глубоким, без сновидений. Если вы встаете попить, если вы просыпаетесь от неясной тревоги, если вы не можете уснуть и так далее, все вот эти вещи мы называем девиациями, то есть отклонениями от нормального сна, и это ненормально. Без этого ни красоты, ни молодости не будет у вас совершенно точно. Следующая история – это ваша подвижность. Когда вы бодрствуете, вы должны двигаться. Что мы считаем малоподвижным образом жизни, который точно приводит к старости, заболеваниям, угасанию нормального кровоснабжения в органах и тканях? Это если вы сидите непрерывно в течение дня больше 2 часов. Поэтому вы должны все время двигаться, все время должны ходить. Позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы в вашей жизни обязательно присутствовала утренняя зарядка, хотя бы час фитнеса в день. Может быть, это будут 10 тысяч шагов. Может быть, это будет производственная гимнастика у тех, кто сидит в офисе. Может, это будут специальные приложения, которые помогают в течение дня поддерживать вашу активность. Это может быть фитнес-браслет, это может быть прогулка с собакой, это может быть все, что угодно. Главное, чтобы вы двигались. Следующая таблетка вашей молодости – это контроль за качеством вашего здоровья. Нужно приходить хотя бы 1 раз в год. Если у вас нет тяжелого семейного анамнеза, если у вас нет в вашем анамнезе вашего организма перенесенных заболеваний, тогда это может быть чаще. Но 1 раз в год точно нужно зайти к врачу. К какому же врачу нужно прийти? Это очень частый вопрос. Отвечаю. Если вы женщина, вы приходите 1 раз в год точно к гинекологу, к мамологу и к эндокринологу. 3 столпа, на которых стоит женское здоровье. Почему? Потому что многие заболевания, огромное их количество, протекают бессимптомно. Поэтому ориентироваться на боль – это самое глупое, что можно придумать.
Никогда не ориентируйтесь на боль. Когда что-то болит, это уже ЧП. Все, дом горит. Поэтому уже надо было 100 лет назад стоять у врача. Как же можно застраховаться, в общем-то, от вещей, которые протекают незримо? Ну, например, да, повышенный холестерин, падение уровней ваших половых гормонов, анемия, гипотиреоз, сахарный диабет, что угодно. Эти вещи не болят. Они болят тогда, когда случилось уже ЧП какое-то. Поэтому 1 раз в год ходим к врачу. И еще один момент. Когда вы дошли до того, сознанием своим, дошли до того, что хорошо бы после 40 выглядеть прекрасно, быть молодой, быть упругим, быть красивым, быть активным, быть умным, замечательным, и чтобы ничего не болело, а не весь вот этот фольклор, который есть в интернете, там, если у тебя после 40 лет ничего не болит, значит, ты умер. Это неправда. На самом деле человеческое тело запрограммировано, да, у него есть огромный запас прочности и на гораздо большие отрезки времени, а никакие не 40 лет. Поэтому, если вы хотите быть здоровым и красивым и после этого замечательного рубежа, то обратите, пожалуйста, внимание в профессиональную помощь. Если мы говорим о косметологии, нужно прийти к врачу-косметологу. Врачи-косметологи значительно изменились за последние 15 лет. Вы можете прийти и получить полноценную консультацию о том, чем пользоваться конкретно вам, о том, на что обратить внимание. Не ищите, пожалуйста, никакой красоты в очередной банке с кремом или в очередном каком-то средстве, там, чудо-средство, которое нужно как-то намазать или какая-то маска или что-то еще. Ничего подобного не произойдет. Все произойдет от того, что ваш организм будет здоров, и когда он здоров, когда он полноценно функционирует, вот тогда косметологические процедуры и даже домашний уход будут работать замечательно. Вот вам и молодость.